Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So this morning we are beginning from the 10th canto of the Shrimad Bhagavatam. Сегодня утром мы начинаем читать 10-ю песню Шримад Бхагаватам. The 10th canto is titled the 10th canto is titled the Summum Bonum. Это называется Summum Bonum. The Summum Bonum means the highest good. Summum Bonum значит высшее благо. It also means the highest good in terms, it also means the conclusion of everything, because all of us are trying to attain the highest good. So it means the conclusion of everything. То есть это также можно перевести как высшее благо и также как завершение всего, поскольку каждый из нас стремится достичь высшего блага. Okay, so we'll start with text 1. Мы начинаем читать текст 1. Shri Rajo Vacha Katito Vamsha Vistaro Bhavata Soma Suryayo Rajñam Chobaya Vamshyanam Charitam Paramadbhutam Shri Rajo Uvacha Katito Vamsha Vistaro Bhavata Soma Suryayo Rajñam Chobaya Vamshyanam Charitam Paramadbhutam Shri Rajo Vacha Katito Vamsha Vistaro Bhavata Soma Suryayo Rajñam Chobaya Vamshyanam Charitam Paramadbhutam Shri Rajo Vacha Katito Vamsha Vistaro Bhavata Soma Suryayo Rajñam Chobaya Vamshyanam Charitam Paramadbhutam. Read the word by word. Шри Раджа Увача. Царь Парикшит сказал: Катхитаха. Поведано. Вамша Вистраяха. Пространное описание династии. Бхагавата. Господином. Сома Сурьяху. Бога Луны и Бога Солнца. Рагьям. Царей. Ча. И. Убхая. К обеим. К обеим. Вамшьянам. Принадлежащих династиям. Чаритам. Жизнь. Парама. Высшей степени. Абхуттам. Удивительную. Read the translation and purport. Перевод стиха. Царь Парикшит сказал: «О мой господин,
Ты подробно описал династии Бога Луны и Бога Солнца, рассказав о возвышенных, поразительных подвигах и добродетельных царях из этих династий. Комментарии его божественной милости Шрилы Прабхупады. В конце 9 песни, в 24 главе, Шукадева Госвами вкратце рассказал о жизни Кришны. Он поведал о том, как Кришна сам пришел на землю, чтобы облегчить ее бремя, как он играл роль семейного человека, как вскоре после своего рождения перенес себя в свою Враджабхуми лилу. Махараджа Парикшит, который был от рождения преданным Кришны, хотел услышать о Господе Кришне больше. Поэтому, чтобы вдохновить Шукадева Госвами на более подробный рассказ о Кришне, он поблагодарил Шукадева Госвами за его краткое описание деяний Кришны. Шукадева Госвами сказал: «Джато гата питригрихат враджам этхитарто хатвари пунсута шатани гриторугдара утпадятешу пуруша критабхиш самидже атманам атманигамам пратяянджанешун». Верховная личность Бога Шри Кришна, которую называют Лила Пурушоттамой, родился в семье Васудевы, но потом сразу же оставил отчий дом и направился во Вриндаван, чтобы насладиться любовью своих самых близких преданных. Убив во Вриндаване многих демонов, Господь поселился в Двараке, чтобы утвердить в обществе принципы семейной жизни и законы ведических писаний. Он взял в жены много красивых женщин, подарил ему сотни сыновей и совершил многочисленные жертвоприношения в свою же честь. Бхагаватам 9, 24, 66. Династия Яду ведет свое начало от Сомы, бога Луны. Хотя, если говорить о расположении планет, Солнце находится впереди Луны. Махараджа Парикшит оказал большее почтение династии бога Луны, Сомавамши, потому что в роду Ядов, который ведет свое рождение от Луны, явился Кришна. Есть два царских рода кшатриев. Один берет начало от повелителя Луны, а другой от повелителя Солнца. Как правило, Верховный Господь рождается в семье кшатриев, ибо он приходит в этот мир, чтобы установить законы религии и праведность. Согласно ведическим порядкам, кшатрии должны защищать всех прочих людей. В образе Господа Рамачандры Верховный Господь явился в Сурья-вамше, династии, ведущей начало от Бога Солнца. А придя в образе Господа Кришны, он родился потомком династии Яду-вамши, берущей начало от Бога Луны. В 24 главе 9 песни Шримад Бхагаватам приводится длинный перечень царей Яду-вамши. Все цари Сома-вамши и Сурья-вамши были очень могущественными монархами, и Махараджа Парикшит очень высоко отозвался о них. Раджам Чабья Вамшьянам Чаритам Параматпутам. И все же он больше хотел услышать о Сома-вамше, потому что в этом роду явился Кришна. В Брахма-самхите 5.29 говорится, что высшая обитель личности Бога Кришны состоит из Чинтамани. Чинтамани пракара садма сокал паврикша лакша вритайшу сурабьира пипалаянтам. Вриндавана Дхама здесь, на земле, является копией той обители. Как утверждается в Бхагавад-гите 8.20. В духовном пространстве существует иная, вечная реальность, запредельное проявленной и непроявленной материи. Проявленный мир предстает нашему взору в облаке многочисленных звезд и планет, таких как Солнце и Луна, но за его пределами находится непроявленное, недоступное восприятие воплощенных существ. А за пределами непроявленной материи находится духовное царство, называемое в Бхагавад-гите высшим и вечным. Это царство никогда не уничтожается. Материальная природа снова и снова создается и уничтожается, но духовная природа существует вечно, не подвергаясь изменениям. 10-я песня Шримад Бхагаватам – это духовная природа, духовный мир, назван Вриндаваном, Галокой Вриндаваном или Враджа-дхамой. Подробное объяснение, приведенное ниже шлоки из 9-й песни «Джато гата прити грихат», дано именно здесь, в 10-й песне. Умагьянатимирандасya гьянанджана шилакая чакшурунмилитам йена тасмай Шри Гурave Namaha Shri Caitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Sirupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Jaya Pataka Swaminiti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Katha Dhamadaya Nagaragramatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Gopi Paranadana Dase Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine Vancha Kalpattarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham karoti vachalam phangum langayate girim yat kripatamaham bande Shri Guru Dinitharinam yat kripatamaham bande Paramanandamadavam Shri Chaitanya Ishwaram Kathanchana smrite yasmin dushkaram sukaram bhavet Vismrite viparitam syat Shri Chaitanyam namamitam. So, can you record it? Can you record it? Put it here. So, Shukadeva Goswami has spoken 9 cantos of the Shrimad Bhagavatam. И вот Шукадева Госвами рассказал 9-ю песню Шримад Бхагаватам. And finally, he is now speaking about Krishna's activities in the 10th canto. И вот в 10-й песне он начинает описывать деятельность Господа Кришны. And this chapter is called the Summum Bonum. И вот эта песня называется Санам Боном, Because Krishna's activities with his devotees поскольку деятельность Кришны с его преданными are the only reality. на самом деле является единственной реальностью. Every other reality Вся другая реальность, is temporary, она временна, is meaningless. она не имеет никакого смысла. We don't say it is illusion, Мы не говорим, что это иллюзия, but it is meaningless но она не имеет смысла, and they are not considered to be real activities. и мы не можем даже сказать, что на самом деле это реальная деятельность. All of us have born in different countries, we have different characteristics, we have all these different things. Мы все были рождены в разных странах, у нас есть разные качества, у нас есть все эти разные вещи. And the world is full of activities. И мы можем заметить, что мир, он наполнен различной деятельностью. But all these activities are meaningless. Но вся эта деятельность не имеет никакого смысла. But only Krishna and Krishna's activities and the activities of his devotees Но только деятельность Кришны и деятельность его преданных in Goloka, in the spiritual world, в духовном мире, they are eternal. они вечны. Of course, the activities of his associates when they come into this world, Но, конечно, деятельность его преданных, которые приходят сюда, в этот мир, they are also not ordinary. мы не можем сказать, что она обычная. But because they come with a material body, Но поскольку они приходят сюда в материальных телах, not like us, не в таких телах, как у нас, their material body is also destroyed. их материальное тело также разрушается. Their body is spiritualized. Их- Or, I mean, I would say, how do you say? It is not like our bodies, То есть их тела, они одухотворены, их тела, они не подобны нашим телам. but the bodies are destroyed. Но тело их все равно разрушается и уничтожается. But their activities are considered fully meaningful. Но вся их деятельность, она считается наполненной смысла. Let's leave that aside for a minute, for some time. Давайте отставим это в сторону. Let's take Krishna's activities in the spiritual world Давайте будем рассматривать деятельность Кришны в духовном мире.
and the activities of the materialists in this world. И деятельность материалистов в этом мире. The activities of Krishna in the spiritual world is the only reality. Деятельность Кришны в духовном мире – это единственная реальность. Here it is an appearance of reality. А здесь мы можем это назвать проявлением реальности, явлением реальности. Because in the Vedic civilization, Поскольку в ведической цивилизации whatever is temporary все, что является временным, is considered useless. считается бессмысленным. So it is not illusion, Это не иллюзия, it is temporary. это просто временно. Therefore, they don't consider it as reality. What is the use of this? Именно поэтому ее не считают реальностью. Какой вообще в ней смысл? Reality means that which is permanent. Реальность – это то, что постоянно. So, to bring us to that point, И для того, чтобы довести нас до этого момента, Krishna speaks the Bhagavad Gita. Кришна рассказал Бхагаватгиту. And Parikshit Maharaj speaks the first 9 cantos of the Shrimad Bhagavatam. И Махарадж Парикшит, он прослушал все 9 первых песен Шримад Бхагаватам. To bring us to the point of Krishna's activities. Для того, чтобы подвести нас к главной цели, к деятельности Кришны. So, what does Krishna speak in the Bhagavad Gita? И о чем говорит Кришна в Бхагаватгите? He tries to start with the first thing any spiritual teaching is, you are not the body. Он начинает с того, с чего начинается любое духовное учение. Ты не являешься этим телом. And what is the nature of this body? И какова природа этого тела? And the body, when we say body and mind and intelligence И также какова природа тела, ума и интеллекта. and false ego, basically the whole material, gross and subtle body. И также ложного эго. То есть он объясняет грубое тело и тонкое тело. There are 3 things about this about this material body. 3 вещи, которые можно сказать об этом материальном теле. It is asat, Это асад, it is achit, это также ачит, and it is nirananda. и это также нир ананда. So, what do you mean by asat? Что значит асад? Somebody may live for a long time. Кто-то может жить долгую жизнь. It is there in the Guinness records. Okay, so and so lived for 100 and some years. То есть в книге рекордов Гиннесса записано, что они жили более чем 100 лет. But everybody has to die. Но каждый обязан, вынужден умереть. So there's no such thing as a permanent situation. Поэтому нет такого понимания, как постоянная ситуация. People have to die. Человек должен умереть. Then achit. Так потом ачит. We want to know so many things, Мы хотим обладать большим знанием, мы хотим знать многое, but we cannot know. но мы не можем знать все. So we are always trying to find out answers to various things. Мы всегда пытаемся найти какие-то ответы на возникающие вопросы. How to cook a nice dish. Как приготовить хорошее блюдо? How to go from Mayapur to some village. Как из Майяпура добраться до какой-то деревни? So many things. Такое разное количество вещей. Children go to school to learn. Дети отправляются в школу, чтобы учиться. So we are constantly learning Мы постоянно чему-то учимся, because we are in ignorance. поскольку мы находимся в невежестве. And then you have ananda. So then you are trying to achieve happiness. И мы также, что мы пытаемся сделать? Достичь счастья. But two things happen when we try to achieve happiness. Но 2 вещи происходят, когда мы пытаемся достичь этого счастья. The happiness is limited. Счастье, оно ограничено. All of us would like it Все бы хотели получить это. if we don't have to do any activity at all. Мы не хотим совершать никакой деятельности. If we can simply enjoy the whole day. Если мы могли просто наслаждаться целый день. But that's not how life is. Но это не то, как эта жизнь происходит. We have to do hard work Мы должны совершать тяжелую работу to achieve some happiness. для того, чтобы достичь какого-то счастья. Without hard work, there is no happiness. Без тяжелой работы счастье не приходит. And that happiness which we get И то счастье, которое мы получаем, is very temporary. оно очень временно. It goes away. Оно уходит очень быстро. And then again you have to work. И после этого вы должны снова работать. Again happiness. Снова счастье, It goes away. снова уходит. Again you have to work. И потом вы начинаете снова работать. So that happiness is temporary Вот это счастье, оно очень временно, and it is also limited. и оно также очень ограничено. So temporary because it goes away. Временно, поскольку оно уходит. Limited, why is it limited? Но почему оно ограничено? What do we mean by limited? Что мы вообще подразумеваем под словом ограничено? Limited means like, let me give an example. Давайте приведем в пример.
Let's say we are eating on a summer day, we are eating ice cream, Давайте представим, кто-то ест мороженое. and we taste the ice cream. Мы попробовали это мороженое. After, let's say you eat ice cream for 5 minutes. Положим, вы едите это мороженое в течение 5 минут. After 2 minutes, Через 2 минуты the happiness that you feel, that the taste of the ice cream вот этот вкус, который вы получали, счастье от мороженого, will remain the same even after 5 minutes. будет оставаться тем же самым даже после 5 минут. So it is limited. То есть он ограничен. That taste that you are getting is the only that you get. That's it. Вкус, который вы получаете, он не изменяется, он остается тем же самым. It is not that at 1 minute you are getting one taste. Это не так, что в первую минуту вы чувствуете одно, It is getting better at the second minute. а на второй минуте становится еще лучше, Then third minute you get more taste. а на третьей еще вкуснее, Fourth minute you get more taste. на четвертой еще больше, Fifth minute even more taste. а на пятой еще больше. It's not like that. Это не так. You have one taste. That's it. Просто присутствует один вкус. And that taste lasts only for 5 minutes. И этот вкус вы будете чувствовать в течение 5 минут. The taste is of one kind, То есть вкус он один, and it is only for 5 minutes. и всего лишь в течение 5 минут. So it's limited. It's temporary. Он ограничен, и он временен. So that is the nature of happiness that we can find in this world. И это природа счастья, которую мы можем найти в этом мире. But in Krishna's world, Но в мире Кришны nobody is temporary. никто не временен. We live eternally. Мы живем вечно. Then Achit. И также Ачит. Nobody there is struggling. Никто там не испытывает каких-то сложностей. There are no accidents in the spiritual world. Там никаких случайных акцидентов не случается. Because everybody knows what to do. Поскольку абсолютно каждый знает, что нужно There's no делать. ignorance there. Там нет невежества. Of course, nobody knows like how Krishna knows. Конечно, никто не обладает таким же знанием, как Because Кришна, Krishna is God. поскольку Кришна, он Бог. But others, they know whatever they need to know. Но все другие не знают столько, сколько они должны знать. They don't have to go to school. Им нет необходимости отправляться в They don't школу, have to commit mistakes. не нужно совершать какие-то ошибки. These things don't exist in the spiritual В world. духовном мире таких вещей не существует. Then Ananda. И также Ананда. It is both unlimited Там оно не ограничено, and is not temporary. и оно постоянно. So it is called Nava Nava Rasa. Ее называют Нава Раса. And let's like we may have experience of when we chant Hare Krishna nicely. У нас может быть такой опыт, когда мы повторяем Харе Кришна очень внимательно и хорошо, We experience some happiness, мы испытываем счастье. and as we chant, its happiness is increasing more and more and more and more. И когда мы продолжаем воспевать, то счастье это увеличивается больше, больше и больше. That is why it's called unlimited. Именно поэтому оно называется безграничным. And that happiness does not end. И это счастье, оно не заканчивается. Happiness remains with you. Счастье остается с вами. So that is the nature of the spiritual world. И такова природа духовного мира. And because we are so engrossed in this world, Но поскольку мы вгравированы в этот материальный мир, we cannot even think that something like this could exist. мы не можем даже себе представить, что что-то подобное может существовать. And not that we cannot think, we can, Конечно, не то, что мы вообще не можем об этом думать, мы можем воображать, but it's just some mental thing, that's it. но это просто на уровне нашего ума. So Krishna comes in the Bhagavad Gita, И вот Кришна рассказывает в Бхагаватгите, and Krishna says, here is some teaching, и он говорит, есть учение, Rajavidya, называется Раджа-видя, Rajaguhyam, Раджа-гухьям, Susukam Kartum Avyayam. Сусукха-карта-авьяям. So Rajavidya, Раджа-видя, he presents the full knowledge, the king of all knowledge, оно представляет знание царей. and he says Susukam Kartum Avyayam. И также говорит Суксам-карта-авьяям. So it is not just knowledge, Это не просто знание, but it is knowledge when you live that life. это знание, которое вы можете жить эту жизнь. Krishna is giving you knowledge to how lead your life. Он дает вам знание, как вы можете вести свою жизнь. And when we take that knowledge and lead our lives according to that, И когда мы принимаем это знание и живем в соответствии с этим знанием, Susukam Kartum Avyayam Сусуктам-картам-авьяям, happens. это происходит. And what is Susukam Kartum Avyayam? Что значит сукта-карта-авьяям? Susuka means extreme happiness. Сусуксам – это значит безграничное So when we счастье. practice the teachings of the Bhagavad Gita, И когда мы практикуем учение Бхагаватгиты, we experience extreme happiness. мы чувствуем величайшее счастье. And we can know И мы знаем, this happiness вот это счастье, is different оно отличается from every other happiness от любого другого счастья, that we can experience. которое мы можем почувствовать или получить.
So then what happens? И когда это происходит, Param drishtva nivartate, парам триштва нивартате, which means that param drishta means this taste is so high. парам дриштва это значит, этот вкус, он очень высокий. We can see that this taste is higher than whatever we have experienced. И мы можем заметить, почувствовать, что этот вкус, он намного выше, чем любой какой другой мы имели до этого. And it is not limited and it is not temporary. И оно ничем не ограничено, и он не временен. So even in this life, Даже в этой жизни, by practicing the teachings of the Bhagavad Gita, когда мы практикуем учение Бхагаватгиты, you begin to get happiness which is different from the happiness that you get in this material world. вы начинаете получать счастье, которое отличается от счастья, которое вы можете получить в этом материальном мире. There are some more things that you need to do. Некоторые вещи вам нужно делать. So the basic teachings are there in the Bhagavad Gita. Основное учение, оно дается в Бхагаватгите. Then we go to the Bhagavatam. Потом мы отправляемся к Бхагаватам. And in the Bhagavatam, what do we see? И что мы находим в Бхагаватам? We see Kunti's prayers. Мы находим там молитвы Кунти. And what is Kunti praying? И о чем она молится? Janmaishwarya Shrutibi Edamanam Madapuman Naivaharti Abhidatum Vai Tvamakinchana Gocharam, she says, which means that, let me read the translation, just give me a second. I'll read you the translation of that. My Lord, Мой Господь, your Lordship can easily be approached, тебя можно очень близко, к тебе можно близко приблизиться. but only by those who are materially exhausted. Только те могут к тебе приблизиться, которые материально истощены. One who's on the path of material progress, Это один из процессов, материальных процессов. trying to improve himself Пытаться улучшить себя with respectable parentage, с уважаемыми родителями, great opulence, великим богатством, high education, высоким образованием and bodily beauty и красотой этого тела. cannot approach you with sincere feeling. Эти личности не могут приблизиться к тебе искренне. So here we see that when you say Krishna consciousness, Поэтому мы можем здесь заметить, когда мы говорим сознание Кришны, you are trying to attain Krishna, вы пытаетесь достичь Кришны, service to Krishna, служить Кришне. not just attain in pure love. Не просто приблизиться к Нему, а получить чистую любовь. So that is one thing you're trying to attain, Это то, что вы пытаетесь достичь. and you are not trying for some things. И в этот момент вы не пытаетесь достичь These are чего-то the things you're другого. not trying for. Это то, к чему не нужно стремиться. What are those things? Respectable parent. Everybody wants to be born in a very rich aristocratic family. И какие это вещи? Например, на самом деле все хотят получить рождение в богатой аристократической семье. Everybody wants to be very rich, Все хотят быть богатыми, have all facilities. иметь все возможности. Everybody wants to be known to be as highly educated. Все хотят получить высшее образование. And everybody wants to look very beautiful. И все хотят быть красивыми. The glamour industry makes some of the greatest money in this world. И вот это все дает величайшее богатство в этом мире. So these are what everybody is trying to attain. Это то, к чему стремятся все. But the devotees, Но преданные, they're trying to attain love for Krishna. они пытаются достичь любви Кришны. And they're not trying for these things. И они не пытаются достичь вот этих вещей. Therefore it is said Именно that поэтому говорится, the Lord can only be approached что Господу может приблизиться только with sincere feeling с искренними чувствами. by only those who are trying to attain love for Krishna and who are not trying to do this. Только те, которые пытаются достичь любви Кришны, но не пытаются достичь других вещей. And this is what Shukadeva Goswami does in the first 9 cantos. И вот это как раз то, что Шукадева Госвами рассказывает в первых 9 песнях. Krishna tells us what to attain, Кришна говорит нам, к чему мы должны стремиться. and he gives preliminary knowledge. И он дает это высшее знание. But in the Bhagavatam, Shukadeva Goswami Но в Бхагаватам Шукадева Госвами gives us detailed knowledge дает нам все это знание в деталях, how to attain. как этого достичь. And this is very important, И это очень важно. that only those who are materially exhausted, Только те, которые материально истощены, only they can approach the Lord. только они будут пытаться приблизиться к So by Господу. the time you finish the 9 cantos, И к тому моменту, как вы закончите изучение 9 песни, if you have read the Bhagavatam sincerely, если вы изучали Бхагаватам искренне, heard the Bhagavatam sincerely, слушали Бхагаватам and искренне, tried to follow the Bhagavatam sincerely, и
пытались следовать наставлениям Бхагаватам искренне, then you would have come to this point. вы придете к этому моменту. Naivaharti datum vai tvam akinchana gocharam. That situation where you're materially exhausted. К этому пониманию, что как и состоянию, когда вы материально истощены. Then we are ready to hear about Krishna. И тогда вы уже готовы слушать о Кришне. Because Krishna's activities are not ordinary. Поскольку деятельность Кришны, она необычна. And in order to understand Krishna's activities, И для того, чтобы понять деятельность Кришны, you should be completely materially exhausted. вы должны быть полностью материально Then you истощены. can begin to relish the Bhagavatam, the 10th canto. Тогда вы сможете наслаждаться Бхагаватом, его 10-й песней. Everybody cannot understand nor relish the 10th canto of the Bhagavatam. Не каждый может понять и наслаждаться 10-й песней Бхагаватом. Even if they are so-called relishing, Даже если они могут говорить, что они наслаждаются. they are not actually relishing. It's some material concept they have. Они не по достоинству наслаждаются, не понимают. На самом деле они просто чувствуют это через какое-то материальное понимание. And those who are actually relishing, Но те, которые по достоинству наслаждаются, they are the ones это те, who have tried to fully follow the Bhagavad Gita and the 9 cantos of the Bhagavatam. это те, которые пытались полностью следовать наставлениям Бхагават-гиты и первых 9 песен Бхагавата. So when you reach the 10th canto, Когда вы доходите до 10-й песни, if you feel you have a lot of material desires, если вы чувствуете, что у вас очень много материальных желаний, read the Krishna book. прочитайте Кришна Бук. Prabhupada summarized the 10th canto in the Krishna book. Шрила Прабхупада всю 10-ю песню рассказал в книге о Кришне. Go back to the 9 cantos. Потом возвращайтесь к первым 9 песням. Read the Krishna book again. Потом снова прочитайте книгу о So Кришне. do this И повторяйте это. until you feel, oh yes, you begin to feel, yes, what is this material life? До того момента, пока вы не начнете чувствовать, что вообще это материальная жизнь. Of course, it's not a prohibition. I'm not saying that we should not hear the next Bhagavatam class, we should not attend. I'm not saying that. Конечно, я не говорю, что мы сейчас не должны читать и не слушать следующие классы по Бхагаватам. I'm just saying that if you really want to relish Krishna's pastimes, Единственное, что я говорю, что если вы действительно хотите по достоинству оценить и наслаждаться играми Кришны, then you have to come to the platform of being materially exhausted. вам нужно дойти до того состояния, когда вы материально That's the истощены. point I'm bringing. Not that there is a prohibition from hearing. Это не то, что я вам запрещаю слушать 10-ю You песню, need to come to the point of being exhausted from material desires. но вам нужно подняться к пониманию и быть полностью материально истощенными. Usually, this takes a lot of time. Обычно это занимает долгое время. But a great pure devotee, Но великие чистые преданные, just by their presence, просто благодаря их присутствию, they can create that exhaustion in our hearts. они могут создавать вот это истощение в нашем сердце. That's why it said that wherever the pure devotees travel, Именно поэтому говорится, в том месте, где путешествуют чистые преданные, they carry Vrindavan in their hearts. они всегда несут Вриндаван в своем сердце. And lava matra sadhu sangha. И вот это лава матра саду санга, Sadhu sangha, lava matra, just by a fraction of a moment's association, просто благодаря моменту общения all perfection can be attained. все совершенство может быть достигнуто. So, if we read Prabhupada's book seriously, И если мы серьезно изучаем книги Шрилы Прабхупады, instantly постоянно, you can get that material exhaustion. вы можете получить вот это материальное истощение. That's how Prabhupada established the Krishna consciousness movement around the world. Именно для этого Шрила Прабхупада организовал это движение сознания Кришны по всему миру, They simultaneously had attraction for Krishna чтобы одновременно иметь привлечение к Кришне and they were materially exhausted. и также чувствовать материальное Just by истощение, the presence of Prabhupada. просто благодаря присутствию Шрилы Прабхупады. And that presence is available to us И это присутствие, оно для нас доступно today, сегодня, now, сейчас, in his books. в его книгах. When Giriraj Maharaj joined the Krishna consciousness movement, Когда Гирираджа Махарадж присоединился к движению сознания Кришны, and Prabhupada is trying to establish the movement in Mumbai, Шрила Прабхупада пытался организовать движение в Бомбее. they had to undergo great struggles. У них было очень много беспокойств. If you read the Prabhupada Lilamrita, you'll see so much struggle. Если вы прочитаете Прабхупаду Лиламриту, вы можете заметить, какое большое количество беспокойств. Very difficult place to live, snakes,
Это было очень место сложно, там было жить, там было много змей, gundas, там были разбойники, they beat up the devotees, которые нападали и били преданных. they broke the temple, Они ломали храм, they dragged the woman by their hair on the floor, они таскали женщин за их волосы. all kinds of demoniac things they did. Большое количество демонических вещей было совершено там. And Giriraj Maharaj's father was a very rich man. Отец Гирираджа Махараджа был очень богатым человеком. And he came and met Prabhupada. Он приехал, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой. And being a businessman, Поскольку занимался бизнесом, he knew how to speak to Prabhupada. он знал, как нужно разговаривать со Шрилой Прабхупадой. So he said, И вот он сказал: you need to spread your Krishna consciousness movement around the world. вам нужно распространить движение сознания Кришны по всему миру. And I have money. У меня есть деньги. I can give you money Я могу дать вам to деньги expand your Krishna consciousness movement around the world. для того, чтобы вы могли распространить сознание Кришны по миру. But I have one condition. Но у меня есть одно условие. Please give me back my son. Пожалуйста, верните мне моего сына. So Prabhupada called Giriraj Maharaj И вот Прабхупада позвал Гирирадж Махараджа. and he told Giriraj Maharaj in front of his father, И перед присутствием его отца он сказал Гирирадж your Махараджу: father has come with a proposal. твой отец пришел с предложением. The proposal is that he will give me money to expand the Krishna consciousness movement. Предложение таково: он даст мне деньги, чтобы я распространил сознание Кришны. And in fact, he was not talking. He gave Prabhupada the check. He said, you write any amount you want. И он не просто что-то говорил, он достал чековую книжку, And he said, but he wants you to go back with him. но он хочет, чтобы ты ушел с ним. And your father does not have a problem if you are Krishna conscious, but he wants to run the business. То есть у твоего отца нет проблем с сознанием Кришны, но он просто хочет, чтобы ты стал заниматься бизнесом. And here was Giriraj Maharaj in Mumbai. И вот Гирирадж Махарадж в Бомбее, And it was one of the most difficult times to live. и это было самое сложное время, в которое они жили. And Prabhupada is asking him, what do you want to do? И вот Шрила Прабхупада спрашивает у него: что ты хочешь делать? And so he looks at Prabhupada and he tells him, I want to be with you. И он посмотрел на Шрила Прабхупаду и сказал: Шрила Прабхупада, я хочу остаться с вами. So Prabhupada looked at his father. И вот Прабхупада посмотрел на отца Гирирадж He said, Махараджа, what can I do? сказал: что я могу поделать? So later, Giriraj Maharaj says that his father told him, И позднее Гирирадж Махарадж рассказывал, что его отец ответил ему: he said, your spiritual master твой духовный учитель has bound you by love. связал тебя своей любовью. He said, I cannot do anything. Сейчас я не могу ничего поделать. So this is the power of a pure devotee. И вот эта сила чистого преданного, Just by his presence, просто благодаря его присутствию, even materially difficult situations, даже в материально сложных ситуациях, even high parentage, даже если у вас есть высшее рождение, everything is insignificant. все становится неважным. So Prabhupada actually explains this very nicely. И Шрила Прабхупада объясняет это очень хорошо. I'll just read that out. Give me a second. The lecture he explains it so nicely. Он объясняет это в одной из своих лекций. One who has chanted Hare Krishna, Тот, кто воспевает Хари Кришна, he cannot give it up. не может этого оставить. Cannot give it up. Не может этого оставить. He has to come again. Он должен снова прийти к этому. This life or next life. В этой жизни или в следующей. Krishna will not leave him. Кришна никогда не оставит его. Once you surrender sincerely, Когда вы искренне предаетесь: Krishna, I am yours. Кришна, я твой. Krishna, I will never Krishna, I am yours. Krishna will never leave him. Я твой, поэтому Кришна никогда не оставит его. He will protect you. Он будет защищать вас. But if you had become a little stronger, Но если вы станете немного более сильными, there is no question of falling down. не возникнет даже вопроса о падении. Vasi kriyate. Vasi kriyate Васи криете. means Это значит, hypnotized. вы загипнотизированы. It is so nice that one becomes hypnotized. Это очень хорошо, когда мы загипнотизированы. Otherwise, why the boys are working so hard? В противном случае, почему вот эти юноши работают так тяжело? They are all qualified. Они все очень квалифицированы. They can earn money outside. Они могут заработать деньги в другом месте. In your country, В вашей стране sufficient money is paid for work, платят достаточно денег за вашу работу. but they are hypnotized here in ISKCON.
Но они здесь загипнотизированы в Искон. So Krishna is very nice. Кришна, он очень хороший. He is all attractive. Он всепривлекающий. He hypnotizes his devotee. Он гипнотизирует своих преданных. Just like the Pandavas. Подобно пандавам. They were Krishna's friend. Они были друзьями Кришны. Arjuna's friend. Арджуна был его другом. But the 4 brothers, they were also Krishna's friend. Но 4 брата Арджуны также были друзьями Кришны. Kunti, the Pandavas' mother, Кунти, мать пандавов, she is Krishna's aunt. она была тетей Кришны. So they were well established in their relationship with Krishna. У них были хорошо установлены отношения с Кришной. But what is the result? И каков результат? They were banished for 12 years. Их прогнали на 12 лет. They lost the game. Они проиграли в игре. They were banished. Они были выгнаны. And their wife Draupadi was insulted. Их жену Драупади оскорбили. They could not insult her, but they tried to insult her. Конечно, они не оскорбили ее, они пытались это сделать. So Narada met Krishna. И вот Нарада встретился с Кришной. He is a devotee. Он преданный. So he could speak with Krishna with a little criticism. И он начал говорить с Кришной, используя критику. He said, my dear Krishna, my dear sir, Он сказал: мой дорогой господин, Krishna, Кришна, by becoming your devotee, когда кто-то становится твоим преданным, the Pandavas are very happy. пандавы, они очень счастливы. They have lost their kingdom. Они потеряли свое Their царство, wife is insulted. их жену оскорбили, And now they are banished for 12 years. а теперь их выгнали на So 12 it's a лет. very good thing. Это очень хорошая вещь. Everybody is laughing. И все начали смеяться. But the wonderful thing I see now Но очень удивительная вещь, которую я вижу сейчас. is in spite of these inconveniences, Несмотря на все эти неудобства, their love for you has increased. любовь к тебе увеличивалась. So Narada is astonished. И Нарада был поражен. What kind of hypnotism you do? Как ты гипнотизируешь? I do not know. Я не знаю этого. In spite of being placed in so much inconveniences, Несмотря на то, что они были помещены в такое количество неудобных, their love for you has increased. их любовь к тебе увеличивалась. That is the position of the Pandavas. И таково положение пандавов. And then Prabhupada says, После этого Прабхупада говорит: this is Krishna consciousness. и вот это и есть сознание Кришны. This is from Prabhupada's lecture in New Vrindavan Эту лекцию Шрила Прабхупада дал мне в Вриндаване on the 22nd of June 1969 26 июня 69 года. from first canto of Shrimad Bhagavatam, Это по первой песне Шримад Бхагаватам, chapter 5, 5 глава, text 18 and 19. тексты 18 и 19. So you can see the Pandavas, they were totally materially, they were not interested in material opulence. They were totally, Kunti says, that's Kunti clearly says, one who's got attraction for these things, how can they understand the actor? How can they appreciate Krishna? И вот мы можем заметить, что пандавы, они были полностью материально истощены, у них не было никакого интереса к этому. И вот Кунти говорит, что тот, у кого есть хоть какой-то интерес, они не могут продвигаться. And one who has appreciation for Krishna, Но тот, у кого есть привлечение к Кришне, automatically the attraction for material life goes away. автоматически привлечение к материальной жизни уходит. And so, by practicing Krishna consciousness properly, as explained in the Bhagavad Gita and the Bhagavatam, И когда мы практикуем сознание Кришны правильным образом, так как это объяснено в Бхагавад-гите и Бхагаватам, one's attraction for Krishna becomes so strong привлечение к Кришне становится таким сильным, that one becomes materially exhausted. что живое существо становится материально истощенным. Then one can begin to understand the activities of Krishna in the Bhagavatam, И как раз с этого 10th момента canto. возможно начать понимать деятельность Кришны, которая объяснена в 10-й песне Шримад Бхагаватам. For example, it says, Chintamani prakara satmashu, in this verse we saw, the first verse explains how the spiritual world is made of Chintamani, and Krishna's activities are supernatural, all these things. Например, вот здесь в комментарии говорится, что все там сделано из Чинтамани, и его деятельность, она сверхнеобычна. These things even a materialistic scholar can read and try to think of something. Даже материалист, ученый, может прочитать это и может что-то даже начать думать по этому поводу. But can they experience it? Но могут они прочувствовать это? They cannot experience it. Прочувствовать этого они не могут. So Bhagavatam is not just a scripture for just some mental satisfaction. Бхагаватам не является каким-то писанием для удовлетворения ума. Bhagavatam is a scripture meant for experiencing it. Бхагаватам написан для того, чтобы мы могли прочувствовать это. So when we read Chintamani Prakara Satmasa Kalpavriksha, we should actually experience it. И когда мы читаем Чинтамани Пракарасатмасу, на самом деле мы должны чувствовать это. We may not experience it full, Мы не можем это прочувствовать полностью, but we can experience to some extent, но до какого-то уровня. depending on how much attraction we have developed for Krishna, Это зависит от того, насколько мы развили привязанность к Кришне and how materially exhausted we have become. и насколько материально мы истощены. Depending on that,
в зависимости от этого we can experience Krishna in the Bhagavatam. мы можем прочувствовать присутствие Кришны в Бхагаватам. So as you go through this 10th canto, И когда вы начнете читать эту 10-ю as you песню, hear the descriptions of Krishna, когда pastimes, вы будете слушать описание игр Кришны, see how much you are experiencing those pastimes. понаблюдайте, насколько вы можете прочувствовать эти игры. Then you can see how much attraction you have for Krishna and how much materially exhausted you are. И тогда вы можете оценить, насколько у вас есть привязанность к Кришне, насколько материально вы истощены. And then we know how much work we have to do. И тогда мы сможем узнать, сколько работы нам нужно еще сделать. Thank you. Спасибо. Any comments, questions? Какие-то комментарии или вопросы? Can you just come? Just there is a half kg box of Vrindavan Prasadam at home. At home, open the small gate and go and bring the half kg. Харе Кришна. В Брахма Самхите говорится, There is что some Vrindavan Prasadam. I forgot to bring it, so I'm just sending her to bring the prasadam for her. Сейчас Мата же принесет прасад из Вриндавана. в Брахма Самхите описывается духовный мир, и там говорится, что он защищен с 10 направлений защитниками в форме мантр. В форме мантр. And Brahma Samhita says that the spiritual world is protected from 10 sides Yes. with mantras. Yes. А от кого защищаем и что защищаем, можно Okay, узнать? what they protecting and from whom they protecting? Materialists anyway cannot go there. Ну, нужно понимать, что материалист все равно туда не может добраться. Even the those who have merged in Brahma Sayujya, Даже те, которые погружены в Брахма Сайоджи, even they cannot go there. даже они не могут туда отправиться. So the question is interesting. Очень интересный вопрос. That if nobody can go there, what is the need for protecting? Если никто не может туда добраться, вообще в чем I have смысл to защищать? find out. I have to find out. Ой, он не знает, ему нужно But it's a very good подумать. question, though. Но очень интересный, хороший вопрос. Because if nobody can enter, what's the point of protecting it? Если никто не может туда войти, вообще в Only чем if- смысл тогда защищать? Only if those who are qualified can enter, Только те, кто квалифицирован, может войти туда. then that place needs no protection anyway. Это значит, что этого места нет необходимости At least that's our защищать. logical understanding. По крайней мере, таково логическое понимание. I'll have to find out what the acharyas say. Я попытаюсь найти, что говорят ачарья по этому поводу. Харе Кришна Прабху, thank you for a wonderful class. У меня такой вопрос. Вот с одной стороны, все говорят, что 10-я песня — это лицо Кришны, что нужно очень хорошо изучить первые 9 песни, чтобы приступить к 10-й песне, что 10-я песня не для всех, возможно. Но с другой стороны, мы видим, что Шрила Прабхупада начал свою проповедь с того, что перевел именно и выпустил именно Кришна Бук. То есть, с одной стороны, Шрила Прабхупада говорил сам, и многие преданные говорят, что мы должны приступать к изучению 10-й песни, уже имея какой-то багаж духовный. Но с другой стороны, он сразу, первым делом выпустил именно Кришна Бук. Почему так? И, кстати, были у него проблемы с его духовными братьями из-за этого. То есть они ему предъявляли претензии, что это очень сокровенная вещь, Шримад Бхагаватам, а он ее сразу выложил как бы. Many times we heard before we started to read 10 cantos of Shrimad Bhagavatam, which considered to be the smiling face of the Lord, we should carefully read the first 9 cantos. And also the 10 canto is not for everybody, not everybody can read it. Yes. But what Srila Prabhupada did, even his spiritual brothers was very disagree with him. First he translated the 10 canto in form of Krishna book and present it. Can you explain why he did it? Okay, but because Prabhupada, the way he presented the Krishna book is very unique. Тот способ, которым Шрила Прабхупада дал нам эту книгу о Кришне, он очень уникален. There is so much philosophy in that. В ней очень много философии. But if you hear the Bhagavata speakers,
Но если вы послушаете какого-то лектора по Бхагаватам, I'm not talking about ISKCON Bhagavatam speakers. я не говорю о тех преданных, которые дают лекции в Искон. Generally, all this Bhagavata Katha, Обычные вот эти Бхагавата Катха, they simply speak about the pastimes. That's it. они просто рассказывают лилы. So Prabhupada presented the Krishna book. It is not that there is no philosophy in the Bhagavatam 10th canto. There is some. You can find the prayers by the demigods. There is philosophy. It's not that there is no philosophy. Мы не можем сказать, что в 10-й песне там нет философии, там представлены молитвы богов, например. But Prabhupada is presented in such a way Но Шрила Прабхупада представил нам это таким образом, that only a pure devotee can do. и это может сделать только чистый преданный. He has presented in such a way to give us a taste. Or sometimes they say, what do you call it? What do you call this? When movies are released, right? They have trailers. То есть, So, but of course, this is more than a trailer. I'm just giving you a simple example. Trailer is only a few minutes, but this is more than a trailer. But he has given it's a very long trailer, I could say. Yeah. то есть Шрила Прабхупада представил нам таким образом, что у нас появляется вкус. Например, приведем такой материальный пример. Перед тем, как выпускают какое-то кино, они дают небольшую рекламу на несколько минут для того, чтобы вызвать у нас этот вкус. И то, как это сделал Прабхупада, это не на несколько минут, он дал нам такое очень большое, расширенное. Yeah. But he is present such a way that there can be no misunderstanding if you read the Krishna book. И мы должны понимать, что он представил книгу о Кришне таким образом, что у нас не возникает никакого недопонимания. So Prabhupada has created an attraction Шрила Прабхупада создал это привлечение, by doing that сделав это таким образом. for Krishna. This kindness of a pure devotee, he can do that. На самом деле это проявление милости чистого преданного, он может это сделать. Because everywhere he explains, this is Krishna as God, he very clearly explains it, very Supreme Personality of Godhead. He says it very clearly. Everywhere, the way it is like, I don't know how to put it, you cannot separate the philosophy from the pastimes. He has presented it like that. То есть везде он указывает на то, что Кришна — это верховная личность Бога, и посмотрите, как он это излагает. Вы не можете отделить философию от его игр. Okay? Yeah. Shrimad Bhagavatam ki jai. Yeah. Hare Krishna. Some Vrindavan Prasadam.